Честно скажу, такой салатик съедается моментально. Готовьте сразу много. Друзья, всем большой привет! Я знаю, как вы любите кабачки, поэтому решила собрать для вас топ-2 рецепта с кабачками, которые уже полюбились многим на моем канале. Если вы вдруг их пропустили или просто хотите освежить в памяти, то это видео для вас. Берем кабачки 4-5 штуки и нарезаем на кружочки. Кабачки будем запекать в духовке. В Турции такой салат называется кабак мезеси. Кабак — это кабачки, мезе — это закуска. Берем растительное масло, я использую оливковое 3 столовые ложки, черный молотый перец, красный молотый перец у меня острый, мята пол чайной ложки, соль пол чайной ложки, и все это хорошо размешиваем. Вы можете использовать любые другие специи, которые вам больше нравятся. Отправляем к кабачкам и все тщательно перемешиваем. Противень застелила пергаментной бумагой. Перекладываю сюда кабачки, распределяю по всей поверхности и отправляю в горячую духовку при температуре 200 градусов на 15 минут. Берем лук, у меня 2 вот таких маленьких, и нарезаю полукружочками. Дорогие мои зрители и гости канала, у меня к вам небольшая просьба. Если рецепт понравился, поставьте, пожалуйста, лайк. Под видео напишите комментарий или просто смайлик. Это очень важно для развития канала. Всем заранее спасибо. Далее беру ту же миску и перекладываю лук и хорошо перемешиваю. Использую остатки масла. Через 15 минут достаю кабачки. Сверху выкладываю лук и отправляю обратно еще на 10-15 минут. Достаем кабачки, перемешиваем. Можно перекладывать в другую миску и даем полностью остыть. Для соуса берем 150-200 мл несладкого йогурта. Лучше взять сюзьмя йогурт, то есть такой густой йогурт. Для густоты я добавлю 1 столовую ложку нежного творога. В Турции называется лабни. Чеснок 2 зубчика. Соль по вкусу. И все это хорошо перемешиваем. Для заливки берем немного грецкого ореха и нарезаем на небольшие кусочки. Немного оливковое масло, примерно 2 столовые ложки. Перекладываем сюда грецкие орехи. Добавляем немного красного перца, у меня острый, и слегка обжариваем, приблизительно 20-30 секунд. Кабачки соединяем с йогуртом и все хорошо перемешиваем. Честно скажу, это очень вкусно. Готовьте сразу много и уберите в холодильник. Такой салат можно хранить 2-3 дня. Далее я перекладываю на сервировочную тарелку. Далее сверху вот так выкладываем жареные орехи с острым заливкой. И желательно убрать в холодильник минимум на 2 часа. Такой салат подается в холодном виде. Салат готов. Он идеально подходит для лета и станет прекрасным дополнением к любому столу. Обязательно приготовьте и оставьте ваше мнение в комментариях. Приятного аппетита! Для второго рецепта берем 2 молодых кабачка, натираем на крупной терке. Затем трем на терке картофель.
Подробный рецепт я оставлю ниже под видео описанием. Буду указывать в граммах. Сюда же лук, чтобы картофель не чернел. Остатки лука я не выбрасываю, а мелко нарезаю и отправляю к картофелю. Все хорошо перемешиваю, убираю пока в сторону. Далее беру небольшой пучок петрушки, можно взять немного свежего укропа и мелко измельчаю. Натертые кабачки и картофель с луком отжимаем от лишнего сока. Принцип приготовления оладий всем, думаю, хорошо знаком. Главное здесь хорошо отжать натертый кабачок и картофель. Тесто не должно быть водянистым, иначе придется добавлять много муки. Добавляем творожный сыр, в Турции называется лор пейнир, или вместо лор пейнира возьмите натертую на терке брынзу, грамм 100. Петрушка, пшеничная мука полстакана, 1 зубчик чеснока, 2 яйца, соль пол чайной ложки или по вкусу, так как у нас еще сыр соленый, свежемолотый черный перец по вкусу. И все хорошо перемешиваем. Если тесто получится слишком жидко, то можно добавить еще немного муки. Вот такое кабачковое тесто должно получиться у вас. Ставим сковороду, в чем будем жарить, и наливаем немного растительного масла. Масло у нас хорошо разогрелось. Выкладываем ложкой кабачковое тесто и обжариваем с двух сторон на небольшом огне до румяной корочки. Друзья, напишите в комментариях, как вам такой рецепт, будете ли готовить. И какие рецепты из кабачков вам больше нравятся. Думаю, многим покажется странно, но в Турции любят есть жареные овощи на завтрак. Вот, например, кабак муджвери подают на завтрак или послеобеденным чаем. Также можно увидеть на завтрак жареную картошку, жареный перец. Это так здесь принято. Мы привыкли есть на завтрак кашу, омлет. Вот как-то все по-другому здесь. Готовые оладьи выкладываем на тарелку, застеленной салфеткой, чтобы удалить лишний жир. Оладьи из кабачков в Турции подают натуральным йогуртом, чесноком. Ну и не только оладьи из кабачков, а все жареные овощи любят подавать с йогуртом. Вместо йогурта вы можете брать сметану. Сегодня у меня томатный соус. Ну вот, все у меня готово. Обратите внимание, какая красота. Это очень-очень вкусно, ароматно, сытно. Желаю всем приятного аппетита и отличного настроения. Не прощаюсь с вами. Увидимся в следующем видео или в комментариях.